Всем привет! Вы находитесь на канале Радости частного дома, и сегодня поговорим об ошибках полива рассады или как правильно поливать рассаду от А до Я. То есть разберем все по полочкам. Я сейчас вам показываю свою рассаду, которую посадил в стаканчики и использовал при этом костную муку. Как видите, выглядит потрясающе просто моя рассада. Тут просто мне недавно написали комментарий и говорили, что вся земля покрылась плесенью и рассада пропала. Это происходит из-за того, что не производили рыхление почвы. То есть, проще говоря, верхний слой покрылся коркой и перестал поступать кислород к корню. Вот и все. Грамотный полив рассады овощей – залог ее хорошего развития, а позже и богатый урожай. Важно соблюдать баланс, ведь на первых стадиях роста особенно вреден избыточный полив, а впоследствии причиной проблем может стать недостаточный поверхностный полив растения. Разумеется, не последнюю роль играет и качество воды, которой вы поливаете рассаду. Вода для полива рассады. Оптимальная температура воды для рассады 20-25 градусов. Поэтому перед тем, как полить растение, воду при необходимости подогревают, либо дают постоять в теплом помещении, пока температура воды не станет комнатной. Не рекомендуется кипятить воду для полива, так как при этом процессе вода теряет кислород, что плохо влияет на рассаду. Фильтрованная вода – прекрасный вариант для увлажнения рассады, а если фильтра нет, можно дать воде 1-2 дня отстояться. Это если у кого-то в квартирах идет вода с хлоркой, то желательно, конечно же, сутки-двое, чтобы она постояла, и тогда хлор из этой воды выйдет. Ну а куда деваться, больше вариантов, конечно же, нету. Полезной для рассады будет подкисленная вода. В 10 литров воды растворяют 1 торфяную таблетку или 1 грамм лимонной кислоты. Идеальная вода для полива рассады – талая или дождевая, то есть максимально приближена к естественной среде. Но использовать такую воду можно только если вы живете вдали от промышленных предприятий и больших городов. До появления всходов грунт 1 раз в день увлажняют из пульверизатора, чтобы на поверхности не образовывалась корка, при условии, что почву хорошо пролили перед посевом семян, а ящики с рассадой укрыли стеклом или пленкой. Когда сеянцы взойдут, укрытие нужно убрать, а увлажнение почвы на 2-3 дня прекратить, чтобы дать росткам окрепнуть. Затем рассаду окучивают, прореживают и поливают уже 1-2 раза в неделю. После появления 2-3 настоящих листочков потребность сеянцев в воде увеличивается, поэтому нужно следить, чтобы вода достигала самого нижнего слоя почвы. Если выращиваете рассаду в непрозрачных стаканчиках или ящике, опустите в грунт деревянную палочку и проверьте, насколько он влажный. Частота полива зависит также от того, какую овощную культуру вы выращиваете. Для успешной пикировки необходимо, чтобы почва была рассыпчатой, а значит успела просохнуть, поэтому рассаду нужно полить за 1-2 дня до выполнения этой процедуры. После пикировки снова делают перерыв на 2-3 дня, а затем полив возобновляют в режиме 1-2 раз в неделю. Перед тем, как высадить взрослую рассаду в открытый грунт или теплицу, количество воды для полива постепенно сокращают, а за 1-2 дня до высадки сеянцы вовсе перестают поливать. Это я вам все рассказал для рассады помидор, перца и баклажан. Для огурцов и капусты существует вообще другой график полива, потому что огурцы и капуста очень любят воду. Желаю вам всем больших и хороших урожаев, подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте палец вверх. Всем пока-пока.